Здравствуйте. Сегодня мы хотели бы вернуться к очень важному вопросу, связанному с заявлением посла Соединенных Штатов. На самом-то деле это заявление, как и многие действия, которые происходят сейчас вокруг Армении, связаны с итогами 44-дневной войны. Хотелось бы напомнить нашим уважаемым слушателям, что 44-дневная война – это был поход рэкетиров, групп рэкетиров на Армению и Арцах. Цель этого похода была окончательное уничтожение армянства на территории Армянского Нагорья и создание, вернее, продвижение проекта Туран. Вот главные цели этого похода. Благодаря коллективному НЖД, который продемонстрировали армянские воины, цель проекта не была достигнута. Он был сорван. Вопрос создания, продвижения проекта Туран поставлен под вопрос. И многое чего принципиально было изменено в результате итогов этого похода. Одно только то, что это привело к поражению Трампа на выборах. Трамп – человек, который фактически дал отмашку на начало этого похода на Арцах и Армению. Это привело в первую очередь к поражению Трампа и изменению всей геополитической картины. Надо сказать, что результатами этого войны пользуются все в рамках своих интересов. Политический бунт Республики Армения, итоги 44-дневной войны превратило в фетиш поражения, которого не было. И сейчас эта война продолжается в иных формах, а именно в бесконечном давлении в вопросах всевозможных коридоров. В частности, известный Зангезурский или Сюникский коридор. Это является центральным. Вопрос заключается в том, зачем и кому нужен этот коридор. Все стороны, которые там участвуют, Турция, Азербайджан, Россия, третьи страны, скажите, пожалуйста, о каких сверх каких-то объемах перемещения каких-то товаров и услуг идет речь, что не удовлетворяет этим требованиям существующие нынешние пути. Известно, что нынешняя железная дорога, связывающая Азербайджан с Турцией через Грузию, она загружена там на, так сказать, по минимуму. Вот, пользуйтесь. Существует соответствующая коммуникация через территорию Ирана. Иран с удовольствием предоставляет все это. А зачем нужен этот коридор? К чему все это? Возникает, естественно, ответ на все эти вопросы. О том, что этот коридор нужен для серых схем. Это наркотрафик, это неучтенная перевозка оружия, это, наконец, так сказать, торговля людьми и их органами. Вот самые серые схемы. Таким образом, этот коридор, о котором бесконечно трезвонят все стороны, нужен только для этого. А что означает наркотрафик? Это разрушение вообще всех территорий, по которым проходит наркотрафик. Там, где возникает наркотрафик, начинается разрушение всего социума, всей социальной инфраструктуры. Вот какая угроза связана с этим коридором. И для нас было самое удивительное, что вдруг о необходимости таких коммуникаций заявляет посол Соединенных Штатов. В связи с этим хотелось бы, чтобы армянские лоббистские группы попытались бы выяснить, что это из себя представляет. Это официальная точка зрения правительства Соединенных Штатов или это мнение отдельных лоббистских кругов, которые представляет посол Соединенных Штатов. Это очень важно для будущего и настоящего Армении. А армянскому политическому бомонду хотелось бы сказать, пока армянский политический бомонд будет заниматься исключительно собственными корпоративными задачами, а не национальными, ситуация будет углубляться и ухудшаться. Если за политическим бомондом, за политической силой не стоит воля и устремление народа, нации, территории, то она становится игрушкой в любых руках. И это надо нам знать. Спасибо.